Привет, дорогие подписчики и гости канала. В сегодняшнем видео тема пойдет о магнитах и то, куда мы их будем ставить. Первое. Спасибо подписчику. Поставим один магнит сюда в бак Гура. И эти магниты, ряд магнитов, которые я просто когда-то выбрасывал в старую стенку и с них их достал был. Теперь я эти магниты просто прикреплю к фильтру по кругу. Раньше, если вы помните, я эту тему уже подымал про магниты и ставил, прям покупал магнитный фильтр, который отфильтровал топливо. И зимой у меня были проблемы с этим всем делом, и с обратным клапан там заклинивал. В общем, я это все дело убрал. И сейчас я просто решил это сделать чуть лучше и поставить просто магниты непосредственно на сам фильтр. Он у нас как-никак объемом побольше уже будет, не так как стоит вот такая вот щель, и она будет там все налипать, и чем дальше это будет уменьшаться зазор, если же, конечно, там будет, хотя я когда снимал, то там не было ничего. Но все же, для неуменьшения прохождения топлива я поставлю их на сам фильтр по кольцу. Ну и тут откручиваем. Видите, нету ничего, ни пузыречков, ничего. Пузыречки есть, это у вас, ребята, будет сразу шум при повороте руля, писк. Так что так, ну, буду устанавливать все дело, это дело досниму. Ну что, установил, подошел сюда он как нельзя прикольно, оделся просто и все. Две стяжечки на всякий случай, достаточно в принципе и одной. Ну, посмотрим, что он там наловит нам. Так, здесь. Так, магниты тут поставил, получается 4 магнита с одной стороны и 4 магнита с другой стороны. Тоже что-то там будет фильтровать. Слышал, ребята даже на масляные фильтры ставят магниты. Ну, это если же, наверное, колбы нету, то может вовнутрь как-то запихивают. Ну, пока не страдаю. Если колба пластмассовая, то что-то там мудровать. Так, ну, по этой теме все. Еще планирую датчик вот этот, у нас расходометр воздуха бошевский, отсоединить и снять. Пока смотрю, что тут какая-то хрень непонятная лично для меня, я еще таких не встречал болтиков. Как-то буду думать, смогу ли я его открутить или надо все-таки что-то думать. И насколько я знаю, что по этим датчикам все боятся их очень чистить, они дорогие, и если вдруг там неправильно почистишь, или он замкнет, или что-то, то там ценник довольно-таки большой, минимум 100 баксов нормальный будет стоить. Вот так вот. Ну, в принципе, насколько я знаю, все датчики такого типа промывают обычно на спиртовой основе, какие-то спреи, там лаквимолевские и тому подобное, то в принципе можно протереть не спреем, а спиртом. Ну, попробуем открутить, если я сюда что-то подберу. Если же не подберу, то тогда это будет следующее уже видео. Пока все. Снимаю полностью датчик и забираю домой, так как открутить у меня не получается. Дома придумаю что-то с этими шурупами и буду двигаться дальше. Заодно дома как раз его можно будет почистить и тем самым просушить феном. Изначально отсоединяю датчик, все остальное, шланги эти внутренние, промываю обычным бензином. Спреи в магазине закончились, ехать на авторынок неохота.
Все это дело отмою, продую феном, для того, чтобы быстрее все испарилось. Ну, здесь видно, есть какие-то там кусочки всякой хрени. Датчик, смотрю, грязный. И датчик буду промывать спиртом. Надпилил их тут и тут. И потом шуруповертом джинг-джинг все открутилось. Вытащил. Резиночка целая. Маркировка у него. Смотрите. Ну что, как я планирую все это дело делать? Ну, здесь у меня бензин залит. И буду промывку делать внутри шланги. Ну и этот фильтр, так сказать, грубой очистки тоже промываю просто бензином. Этот же датчик, у меня есть еще одна такая бутылочка, я их не выбрасываю. У них очень хороший механизм, очень долговечный и крепкий. И заливаю спирт этиловый 96%. И его пробрызгиваю, так сказать, попытаюсь промыть. Буду брызгать во все возможные щели. Со всех сторон промою. Потом легенько просушу все феном. Промыл бензином. После помыл их под водой просто с мылом. Сейчас я их просушу. Так, спиртом промыл. Тут ничего не мыл сверху. Так, промыл их вот здесь. И сейчас буду сушить. Ну, ушла у меня бутылочка целая. Так как распылитель это довольно хорошо пшикает и уходит оно довольно быстро. Ну, задачи не было его сохранить, так что все как мог пропшикал, пробрызгал. Сейчас буду просушивать это все дело феном. Ну что ж, я смотрел, чистка спиртом, в принципе, ребята, она мало что дала, так как отмыть здесь мазуту тяжело. Вот видно, блестит сейчас пластина. Сделал я это все благодаря обычных ушных палочек. И вот здесь вы видите, тоже блестит натянутая такая проволока этого датчика измерительная. И я ее просто-напросто тоже протираю, все, смотрю, чтобы ворсы не оставалось, видно блеск, все хорошо, потому что я после мойки осмотрел и вижу, что, ну, в принципе, что мыл, что не мыл. Так что есть, конечно, средство ликвимолевское, которое все это дело очистит. Оно будет более щадящим. Мне, в принципе, подошло бы, я думаю, и для контактов очистка. Вот этот спрейчик. Просто надо дольше сушить. Но на данный момент, в принципе, я сейчас это все дело идеально попротираю. Вот здесь можете сильно не тереть, это клей. Если я пробовал протирать все обычным тампоном вот здесь, то здесь ворса остается. Я думаю, знаете, ребята, если вдруг он у вас накроется, то не спешите его покупать. Мне кажется, что можно это будет клей снять эту коробочку, снять вот эту вот штучку и там все помывать. Я думаю, он будет еще работать. Посадить потом на герметик, и все будет хорошо. Ну, пока здесь такой задачи нету. Задача промыть. Все-таки лучше пусть блестит вот так, чем оно было грязное. Это однозначно. Ну, сейчас еще постараюсь как можно лучше все это дело повытираю. Все это дело просушил феном. У меня есть профессиональный женский фен Philips 2300 ватт. Мощнейшая зараза такая, что хватает и жене, и мне что-то просушить тоже. Даже если
я бы его оставил, мне кажется, и пластмасса поплавилась бы. Так, ну, протираю, двигаюсь дальше. Ну, вот так. Засовываю, просто прокручиваю, как в ухо. Там в конце, если смотреть, там еще есть одна такая же проволочка. Так что аккуратненько прокручиваю, засовываю. Я никому не даю это как инструкцию, просто я показываю, как делаю я. Вот и все. Прокручиваю туда, засовываю глубже, глубже и вытаскиваю. Система как с ухом, один в один. Точно так же тут, с одной стороны, потом с этой стороны точно так же всовываю, и уже получается максимально оно дойдет с этой стороны. Тут же только с одной, так как закрыто. Ну, закручиваю туда его так потихонечку и смотрю, там оказывается их на самом деле даже 3. Вот если смотреть. Просто они были грязные, и я не видел, сколько их там. Казалось 1, потом казалось 2, сейчас уже 3. Когда засовываю, ватка становится чуть-чуть тоньше и заходит дальше. Здесь уже вот блестит прям. В принципе, я вам скажу так, я протирал вот это вот, вот это вот. Не знаю, что это, какие-то контактики, что-то там. Потом здесь протираю и вот здесь, и все. В принципе, тут много всего, это пустых ячеек. Вот единственная сквозная дырочка, вот это, я думаю, там оно, чтобы или вытекало, или не знаю, для чего оно там. Но, так сказать, здесь мыть особо и нечего. Вот так. Еще чуть-чуть просушу. Ну и буду собирать, ставить все назад. Так как здесь все уже видно, он чистенько, красиво. Здесь тоже он сухой, феном просушил. В принципе, все. Хорошо просушиваем, так как в ребрах остается вода. Я по нем постукал, и она, видно, видите, где-то чуть-чуть она остается, чтобы воды не осталось ни грамма. Если у вас нету фена и не солнечная погода, то можете его даже не промывать. Потому что лучше там не будет ничего, чуть грязно, чем там останется вода. Когда начнет всасывание воздуха, она попадет вот сюда, она начнет ржаветь. Ну, такое себе. Так что хорошо просушиваем. Ставлю новые болтики, одеваю на них резиновую прокладку, она не дает не откручиваться. Так, эти болты тоже я был покрасил перед тем, как закручивать, потом прогрел феном, нагрел их, хорошо просушил, затянул. Так, первый запуск после чистки. Ну, чуть некорректно. Стабилизировалось. Я думаю, все будет четко. После чистки все прошло удачно. Так что, ребята, не бойтесь. Пусть датчик и дорогой, но чистка показала, проблем никаких нет. Просто почистили и все работает. Так, ну все, глушу двигатель, так никуда ехать не собираюсь. И сейчас буду еще сканировать, есть ли ошибки какие-то или нет. Все, ребята, всем удачи, пока.